Майкл Монстр тот, что будем с ним делать? Буду бороть его. Побороть его. А как будем это делать? Верхом, в бок, в крюк? Я ж только верхом умею бороться, верхом буду бороться. Виталий Лалитин не сможет прижать руку Майкла Тодда к подушке. Тодд Хатчингс в сухую проиграет Рустаму Бабаеву. Меня выиграл спидигонщик. В следующем году я, вероятно, буду здесь же, но очень худой и с хорошими аэродинамическими показателями. У Ибрагима Сагова нет ни единого шанса против Геннадия Квиквиния, а Даниэль Прокопчук легко расправится с Артуром Макаровым. Спонсор выпуска – компания Силаруков. Компания, которая стояла у истоков производства качественной, удобной и продуманной экипировки для развития силы хвата, силы рук и предплечий. Продукции компании уже давно доверяют именитые спортсмены всех направлений. Огромный опыт производства и инженерной мысли позволил создать и усовершенствовать, сделав свои тренажеры максимально эффективными. У Силаруков огромный ассортимент товара, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Универсальные ручки для армрестлинга подходят к любому тренажеру, будь то домашний спортзал или продвинутый фитнес-клуб. Все ручки имеют металлическую основу и снаружи покрыты высокотехнологичным пластиком, который не ржавеет, не меняет цвет и всегда как новый. В ассортименте имеются ручки с разными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Также есть блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Силаруков можно заказать на сайте silarukov.rf, есть доставка по России. Также у компании Силаруков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Любители армрестлинга во весь голос утверждают, что Виталий Лалитин легко пройдет Майкла Тодда. Да и я верю в силу нашего рукоборца и болею за него, но так ли это на самом деле? Виталий лучший верховик на планете, но у него проблемы с дожимом, это отмечают почти все эксперты. И бороться он может только верхом, о чем Виталий сам нам говорил. Сможет ли красноярский богатырь с одной единственной техникой противостоять кингсмуву Майкла Тодда? Большой вопрос. Давайте вспомним, кому из рукоборцев удалось это сделать сразу. Да почти никому. Майкл останавливал всех, только Андрей Пушкарь смог одним движением припечатать Майкла к подушке. Но посмотрите на Тодда, он совершенно другой, с каждым турниром он только добавляет. Я думаю, с раунда эдак второго у Виталия точно начнутся проблемы. Эрмес Гаспарини, к слову сказать, тоже считает, что Майкл остановит Виталия, а он знает, о чем говорит, так как боролся с обоими. Тодд Хатчингс, который тоже щелкает последнее время как орехи своих молодых соперников, тоже является вроде бы неоспоримым фаворитом в их противостоянии с Рустамом Бабаевым. Но в армрестлинге есть такая вещь, как неудобство спортсмена, и как раз таки Рустам неудобен Тадзиле. Все уже забыли про армфайт Хатчингса и Бабаева, где Рустам как поезд проехался по Тодду. Своим молниеносным стартом закончил все раунды. Тадзила ни в одном из раундов даже не смог остановить Бабаева. Я убежден, что в этом матче будет то же самое. Меня выиграл спидигонщик. В следующем году я, вероятно, буду здесь же, но очень худой и с хорошими аэродинамическими показателями. Я буду Феррари, а не трактором. Ибрагим Сагов встретится с Геннадием Квиквиния. Оба, если мне не изменяет память, гоняют вес в 115-ю категорию. Но Гена намного тяжелее Ибрагима, и многие думают, что ему тяжелее дастся сгонка веса. Он потеряет в силе, что сыграет в пользу Ибрагиму. Но что-то мне подсказывает, что организаторы не будут так строго смотреть на весы. И Квиквиния все равно будет в разы тяжелее. А Ибрагим отмечал в интервью, что на данный момент Гена будет самым сильным спортсменом, с кем ему довелось встречаться. Я опять же, конечно, болею за нашего российского рукоборца, но мне кажется, поединок сложится не в его пользу. Даниэль Прокопчук против Артура Макарова. Давайте вспомним борьбу Даниэля с Аланом Залоевым. Там было колоссальное превосходство Даниэля. Он не полез бороться с Аланом в крюк, а раскатал его верхом.
Что было, кстати, самым верным решением. А что мешает Даниэлю сделать то же самое с Артуром? Хотя и крюк у Прокопчука тоже хорош. Артур Макаров проиграл все схватки на турнире AMC с Аланом Залоевым, а Прокопчук выиграл Алана. Логично полагать, что Прокопчук должен легко выиграть Макарова. Правда, такая логика не всегда работает, и я надеюсь, что Артур сможет опровергнуть мой прогноз. Потому что я всем сердцем болею за нашего рукоборца. Друзья, разбор, который я озвучил, был предоставлен моим хорошим другом Русланом Зинятуллиным, чемпионом мира по пара-армрестлингу и по совместительству руководителем данного канала. С 29 мая по 2 июня Руслан и его супруга Елена планируют участвовать в Кубке Черного моря в категории среди инвалидов. Даже независимо от того, в какой лиге или федерации мы выступаем, поможем выехать и выступить ребятам на данных соревнованиях. Денежные средства на поездку можно отправить по номеру телефона Руслана, который привязан к карте. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. С вами был Берсеркер 13. Подписывайся на канал Руслана и на мой канал тоже не забудь. Обязательно поделись своим мнением в комментариях. Мы все читаем. Поставь лайк нам за нашу работу. Ну и поделись роликом у себя в социальных сетях. Это важно для нас и алгоритмов YouTube.